Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 июля. Что прояснится, давайте с вами узнаем. Что уйдет или уходит, а что придет взамен, каковы неожиданности, связанные с этой декадой. И у нас сегодня две колоды. На первой мы будем задавать основные вопросы. А вот колоду 78 дверей – это у нас метафорические карты. Открыты двери или закрыты? Куда мы пойдем? Или какие ключи нам придется найти? Вот давайте с вами узнаем. И что же прояснится? Первая карта, мы ее так и назовем. Давайте будем узнавать, что прояснится в вашей жизни. Может быть, это какой-то отдельный вопрос. Или ваш какой-то взятый отдельный интерес – а может быть и ситуация, которая тянется длительно. Итак, что прояснится? Неожиданности. Может быть, это связано как информация, даже общая информация, которую вы слышите через средства массовой информации. Для вас это будет неожиданно. Но каким-то образом мы смотрим, делаем расклад именно для вашего знака зодиака, и это каким-то образом влияет именно на вас. Или, может быть, вам это нужно знать, учесть. Что уйдет? А что придет взамен? И на второй колоде 3 знака судьбы. Давайте узнаем. 3 знака, как подсказка. С чем это может быть связано? Но это то, чему нужно уделить внимание, как бы не пропустить. Первый знак судьбы, второй и третий знак судьбы. Достанем карту совет, которую раскроем в самом конце. Какой совет нам дадут, как подсказки высших сил, или, будем говорить, высшие силы, через карты, через метафору карт. Итак, что же прояснится? А ваше какое-то направление новое. Вы с чем-то тут определяетесь. И всегда по пажу жезлов это что-то новое. Это то, когда мы переходим от, ну, может быть, нашей идеи к первым действиям. Или когда мечта, она не есть что-то эфемерное, а когда мы это укладываем в последовательный тезис-план. То есть здесь уже есть решимость к чему-то. Но есть и выбор, мои дорогие. Как вот развилка, наш паж показан, куда идти, вправо, влево, непонятно. То есть или тут влево, или прямо. То есть все равно есть в чем-то определение. Вот в каком-то вопросе, куда вы идете, какое вы направление берете, избираете. Конечно, жезл – это дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Но у кого-то это будет и личная история. И кто знает, может быть, это будет связано даже, к примеру, для людей семейных, и с известием от ваших детей, пусть даже таких постарше, которые сами уже родители, все же меня смотрят, совершенно разный возраст. Или это вы, может быть, новые отношения, все же паш, мы чему-то учимся, и мы учимся по-другому общаться. Или не перекладываем даже нашу какую-то в прошлом, может быть, проигрышную ситуацию, мы все разные, опять же, мы ее не перекладываем на новые отношения. Но здесь, знаете, как и какой-то юношеский задор, здесь и бодрость по этой карте, и интерес, безусловно. Нам хочется чем-то заниматься, нам хочется идти вперед. Мы уже даже не оглядываемся назад. Но с другой-то стороны мы понимаем, что да, на этом жизненном этапе есть еще те темы, вопросы, которые для меня, ну, как закрытая книга, не открытая. И нам эту книгу еще придется открыть и изучить. Поэтому что проясняется? По каким-то вашим направлениям основные вопросы. Я бы сказала, это вы сами будете как делать выбор и в чем-то определяться. Давайте узнаем, каковы же неожиданности. Королева мечей, для нее, пожалуй, вообще никаких нет неожиданностей. Карта в первых колодах Таро – это как прообраз Юдифи. И, как известно, любой выбор, он предполагает, мы выбираем что-то одно. В две дороги одновременно мы никак не пройдем, правда? Нам придется выбирать что-то одно, и значит, уже подразумевается, что от чего-то мы откажемся. И тут, видимо, не просто для вас что-то проясняется в эту декаду, а вы точно знаете, если я буду какое-то направление развивать, то там, не, ну, там меня успех не ждет.
Или там не будет прогресса. Может быть, это и в отношениях. Или пусть это даже касается документов. Вот банально иногда. Хотим мы оформить какой-то документ, важную бумагу. Обращались к одному чиновнику. Нет, мы там ничего не выяснили, ничего не прояснили. И это не значит ведь, что вопрос не может быть решен. А это значит, что мы меняем методы. Вот как раз что-то подобное и нам могут свидетельствовать карты. Но королева мечей ведь это карта независимого человека. И это карта холодной головы, безусловно. Имеется в виду рационализм. Когда мы надеемся сами на себя, мы что-то просчитываем. Если мы к Юдифе возвращаемся, не случайно. Вот такой исторический факт, и героиня вошла в Ветхий Завет, потому что она надеялась сама на себя. Молчанием, мои дорогие львы, вам буквально помогает и аналитика. Аналитика, которая именно в вас самих происходит. И на последующий период, если мы говорим даже о новых начинаниях, мы продумываем, а что я буду делать, если что-то пойдет не так. Вот, наверное, Юдифь и удалось войти в историю, потому что она надеялась сама на себя. И она все просчитала. Я могу предположить, что она просчитала и какие-то варианты, когда, приходится действовать альтернативным образом. Ну и, наверное, ее само по себе действо, ее вот этот исторический акт, скажем, это тоже где-то свидетельствует о решимости, о смелости, о мужестве, храбрости. И это ведь в одиночку. Вот об этом нам говорит карта. И это мы не теряем собственного достоинства, но, может быть, рассматриваем другой вариант. Потому что, когда выпадает королева мечей, это всегда и интеллект, работа интеллекта. Значит, есть какая-то тема, которую вам нужно изучить, мои дорогие, изучить до мелочей. Вы можете слышать какую-то новость, как я говорила, да? Или вы можете столкнуться с решением конкретного человека. Вы можете даже словно упереться в какую-то стену. Ну вот мы чем-то занимались, и теперь мы понимаем, что нет. Не вижу я дальше прогресса, если я продолжу этим заниматься. Мне нужно, какую-то делать рокировку, или мне нужно несколько свернуть. Может быть, и это вопросы, которые касаются вашей профессии, вашей занятости. По мечам ведь чаще мы определяемся со своим направлением, чем мы будем заниматься. Или интеллект, наша подсказка, интуиция. Интуиция – это не что иное, как тандем интеллекта и прежних ситуаций, опыта. Но это все без эмоций, поэтому мечи. Мы уже сделали какие-то выводы, мы уже были где-то там в тех историях, которые для нас закончились ничем. Или закончились, может быть, даже и фиаско. И теперь мы понимаем, нет, вот себе вредить так точно мы не хотим. И поэтому мы становимся, может быть, отчасти более жестче. Но это не значит жестче к людям. Это мы более требовательны сами к себе. Потому что жизнь заставляет рассматривать вот какой-то один единственный вариант, по крайней мере, в какой-то ситуации, на данном отрезке времени. Нам дает подсказку, что тебе нужно не только увидеть, но еще и в последующем просчитать, как это пойдет. Что идет? Двойка кубков – шикарная карта. Может быть, будут меняться как ваше не просто мировоззрение, а где-то через мировоззрение отношение к человеку. Почему говорю про мировоззрение? Это в целом карта эмпатии, гармонии. И, может быть, и были как и отношения. Тут и по работе не могут быть какие-то контакты. Так, это может быть и в личной жизни. Перемены, может быть, у вашего партнера буквально какие-то, да? Или, может быть, перемены на работе. Но даже и контакты вам нужно пересматривать, мои дорогие львы. Не будет какая-то прежняя стратегия срабатывать. Меняй стратегию, по сути дела. Нам ведь так говорят. Видимо, есть та тема, которая неоднозначна. И Уран в Близнецах, он ломает шаблоны. Но вам, мои дорогие, с 5 июля Марс во Льве помогает отчасти. Но Марс это ведь очень мощная такая энергия. Это где-то по жезлам, когда мы точно понимаем, чем нам хочется заниматься. Вот наши собственные желания. А рядом у нас, тем не менее, вот такая холодная карта, как королева мечей. Нужно рассматривать какую-то альтернативу. Я вижу, так это точно. И у кого-то это будет касаться
может быть, и личной жизни. Тут ведь не значит, что мы прямо словно все канаты отрубили, да? Нет, тут вот одно именно какое-то направление мы оставляем, но есть и то, что уже не имеет значения, или нам нужно перестроить. Вполне вероятно, кстати, это как ваши собственные предубеждения. Вот все три карты. Вы могли ведь, к примеру, что уйдет? Вы могли уже сложить мнение свое, причем такое устоявшееся, твердое в отношении конкретной персоны. А тут как-то жизнь поворачивается такой стороной, и я такое могу предположить, что вы о человеке измените мнение. И совсем не обязательно, что это будет со знаком минус. Тут ведь может быть такая метаморфоза, когда мы думали хуже о человеке, чем он есть на самом деле. Почему? Потому что, ну, где-то в предыдущий период мы не смогли друг друга понять. Вот есть и такой момент. Марс, конечно, он нас подталкивает в спину и будет говорить, ну давай, быстрей, быстрей, с чем-то разбирайся. Но, видимо, есть смысл еще и замедлиться в некоторых темах. Ну, у кого-то это может быть минуты времени или час времени посвятить тому, что вы будете обдумывать, решать какую-то одну либо задачу, либо проблему, либо это по поводу взаимоотношений. Вам приходится себя перестраивать, мои дорогие львы. А что же придет взамен? Ну вот два пажа, посмотрите. Две карты, по сути дела, нам говорят о том, что совершенно новый жизненный этап. Я вас хочу пригласить на свой сайт. У меня там астрологический прогноз, именно астрологический, на июль месяц. Чтобы не останавливаться подробнее, перейдите, прочитайте, я оставлю ссылку в описании под видео. Тут, правда, для вас ведь очень доброе время. Но, судя по Таро, вам не потерять какую-то возможность нужно. Для вас, для себя что-то очень важное решить. И не отказаться от того, что может быть продолжено. Понимаете, тут действительно... И здесь нам Паш как будто карту изучает. Может быть, это у кого-то вопросы, связанные с переездом. Или релокация офиса. Или когда вы делаете карьеру. Жезлы и дела, работа, бизнес, как я сказала. А по пентаклям деньги, откуда они к нам приходят. Вот вам, я вижу, все же какая-то концепция и работы, и одновременно взаимоотношений требует от вас Соломонова решения. Ну, буквально так. Знаки судьбы давайте узнавать будем. Девятка жезлов. С одной стороны, эта карта говорит: Лев, в какой-то области ты сделал все, что мог. Вот как этот труженик, который несет двери, и вот сейчас он ее поставит. Эту дверь в свой дом. Нам показано, что нет дверей. Семья его как будто ждет, когда он окончательно, как, знаете, некоторый барьер от тех персонажей, которые не нужны. И наоборот, как, ну, система защиты для тех, кто будет находиться в этом доме. Правильные какие-то приоритеты. Есть то, что снаружи, и есть то ценное, что внутри вас. Вам нужно с чем-то определяться. По девятке жезлов, тем не менее, двери ведь мы все равно открываем. Но мы всегда аккуратно их приоткрываем. Какой-то период застоя у вас заканчивается, вот как знак судьбы. Но, разумеется, если предыдущий период завершается, значит уже что-то новое. А у вас два пажа. Что-то нужно изучить. И карта ведь тоже как знак судьбы подсказывает. Действительно, ты сделал все, что мог. Может быть, в определенной сфере. Или в определенном методе, да? Или в определенном каком-то направлении, которое вас интересует. Вот какой вопрос сейчас беспокоит? Жезлы, конечно, опять же, работа, бизнес, у кого-то личное творчество, или откуда вы получаете финансы, как увеличить, может быть, ваш доход, или как себя обезопасить. Вот может быть и такой вопрос, но в конечном это как комплекс, который вам открывает новую перспективу, мои дорогие. Выбор не совсем простой у вас в эту декаду, поэтому и королева мечей. Вот, наверное, как-то иудей придется вам что-то однозначно выбирать. Здесь как будто карты предупреждают. Не получится, знаете, как усидеть между двух стульев. То есть имеется в виду, то на одном посидели, то на втором. Быстро так мы перемещаемся. Не получится и вашим, и нашим. Какой-то период неопределенности заканчивается. Может быть, кто-то из вас и вздохнет как раз свободно и легко,
что, ну, слава богу, все заканчивается. Но это ведь новые энергии, которые вам говорят о том, что и тебе, Лев, придется перестраиваться. Но мы с вами живем в эпоху перемен, ничего удивительного. Но есть какая-то тема очень важная для вас. И если королева мечей, а внизу у нас семерка кубков, ведь это карта иллюзии. С другой стороны, здесь вот девушке снятся сны, причем самые разные. А эта карта еще и прокрастинация, когда мы все не решаемся что-то начать или сделать однозначный выбор, мои дорогие. Наверное, как знак судьбы тебе нельзя долго застревать, как и в своих, может быть, предубеждениях, или в своих иллюзиях, или в какой-то неопределенности. Ведь семерка кубков нам еще говорит о том, что если мы промедлим, мы тоже можем открыть какой-то ящик Пандоры, да? Потому что не мы тогда делаем выбор, а кто-то делает его за нас. Или мы упускаем время. Не упустите время. Это тоже как подсказка, как знак. Ух ты, как все серьезно. Для кого-то из вас нужно разобраться, может быть, по части личной жизни. Я могу допустить двойка кубков, что уйдет. Ведь у кого-то это может проиграться личная история. Та, которая, увы, проиграна. Может быть, вы долго ждали какое-то время, что человек вернется, но он не вернулся. Или, может быть, и вернулся, но вам улыбок на лице это не добавило. Может быть, человек вернулся с учетом аркана император. Мы ведь все разные. Со своими приоритетами. И он слышит только себя. Потому что чаще по аркану император словно есть два мнения. Мое и неправильное. И это как раз император. Это где-то Овен или Марс, будем говорить, да еще и в вашем знаке. Карта со знаком плюс будет вам говорить, что у вас есть возможность построить карьеру. У вас есть возможность, мои дорогие, провести важные согласования. Как-то удачно проконтактировать с сильными мира всего. Может быть, вам придется использовать какие-то другие методы. Или искать какие-то новые контакты с сильными мира сего. Или с теми людьми, которые имеют рычаги влияния. Или имеют какие-то полномочия. И, может быть, прежде это был один человек, может быть, даже в коллективе по части вашей работы, и вы были на него ориентированы. Но в эту декаду здесь какая-то концепция тоже может измениться. Раньше были договоренности с одним человеком, а теперь это как-то происходит по-другому. Это может быть вполне, что тот человек, с которым вы прежде держали контакт, он получает новую должность. Или уходит из вашей организации, делая карьеру и становится выше. Или не уходит из вашей организации, но все равно уже доступ к нему какой-то будет другой. И тогда вам придется тоже где-то перестраиваться. Вот банально даже так могут карты говорить, что уходит. То есть уже, если прежде было какое-то задушевное общение, а здесь нет. Здесь более официальное уже может быть. И вот такой вот вариант. Но ведь и для вас тогда это открывает новые перспективы. Перестраиваться придется, выбор делать придется. Но у вас очень сильная позиция. Контактировать, карта будет говорить, император, вам придется на более высоком уровне. И это могут быть самые разные люди. Но когда выпадает аркан императора, мы не идем против власти. Мы не идем против системы. Мы словно не гладим против шерсти, да, или не доказываем никому ничего, и тем персонам, которые стоят выше по лестнице иерархии, чем мы. Наоборот, мы такие связи продуктивно продолжаем, но, может быть, в других энергиях. И где-то тогда будет очень важно, мои дорогие, от ваших первых шагов. И не ждать, когда вам что-то предложат, а может быть сделать самому шаг навстречу, причем такой аккуратный, вот как пажи. Пажи ведь это прилежные ученики, они готовы учиться. Вот такие энергии и вам, по сути дела, советуют карты. Но то, что какое-то плодотворное сотрудничество в новом уже ключе, вам в эту декаду как будто обеспечено. Нам еще не рассказывают какой-то далекий срок. Согласитесь, для истории одна декада – это ни о чем. Но что-то очень важное, как будто начинается, поэтому время нельзя упустить. Давайте карту «Совет». Но точно нельзя время упустить. С одной стороны, баланс нам приходится держать, аркан умеренности. Я не могу даже сказать, что
эта неделя, она, знаете, проходит в какой-то стремительности. Нет, эта неделя, скорее, или декада, извините, она больше для анализа ситуации или определения направления. Я с самого начала об этом говорила. И вот этот баланс, как и внутренний, так и внешний, и сильными не только, точнее, сильными мира всего, но, может быть, какая-то лояльность. Ведь королева мечей, она очень внешне дружелюбна. Она никогда не устроит конфронтации. Почему? Потому что это карта независимого человека. А любой конфликт – это всегда зависимая ситуация. Вот для вас никаких зависимостей быть не должно. По крайней мере, если они имеются, ну, мы реальные люди, правда, мы не изображения на картах, то тогда нам нужно, возможно, и сменить свою тактику, сменить какую-то стратегию поведения, сменить имидж, мои дорогие. Для кого-то карты будут и об этом тоже говорить. Для кого-то, может быть, и придется прояснить некоторые вопросы и узнать, как работает в отношении вас закон. Опять же, для баланса. Здесь должно быть что-то наверняка вами просчитано. И вам, может быть, судьба, это старший аркан, дает такую временную передышку для того, чтобы вы все сделали красиво, правильно, элегантно, мои дорогие. И что суждено, поверьте, то будет продолжено. Вот карты и говорят еще и об этом. Но это удивительный шанс для себя, какой-то очень хороший бонус заложить на далекое будущее. Перекладывайте на себя. Я благодарю вас, мои дорогие львы, за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.